Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я решила вам напомнить очень старый рецепт. Сегодня у нас будет школьный рулет. Все мои ровесницы 100% помнят этот рецепт. Мы его выпекали на уроках домоводства когда-то очень давно. Этот рецепт был тогда палочкой-выручалочкой, потому что не нужен был ни миксер, и идут туда очень мало продуктов. Попробуйте его сегодня приготовить, вспомните его вместе со мной. И еще, мои дорогие, что я хочу, чтобы вы мне сделали. Я хочу, чтобы вы мне написали все старые рецепты, кто что помнит, и что вы не можете найти у меня. Может быть, я тоже знаю эти рецепты, просто забыла. Напоминайте мне все старые наши советские вкусные блюда. Ну что, мои дорогие, начнем печь бесподобный, легкий и очень быстрый школьный рулет. Мои дорогие, сегодня для теста нам понадобится 3 яйца. Яйца у меня, каждое яйцо весом приблизительно 50 грамм. Щепоточка соли, ванилин или ванильный сахар. И нужно будет размешать венчиком. Нам сегодня даже миксер не понадобится. Все это очень-очень быстро делаем. Сюда же вливаем банку сгущенки 390 грамм. Снова размешиваю. Здесь у меня 100 грамм сливочного масла. Я его растопила и остудила. Масло должно быть холодненькое уже, но не горячее. Тоже добавляю. Духовку включайте, разогревать вот на этом этапе уже на 180 градусов. И добавляю 1 стакан муки. 140 грамм здесь у меня муки. Мука у меня уже просеянная. Сверху на муку тут же я отправляю 1 чайную ложечку разрыхлителя. Раньше, конечно, разрыхлителя у нас не было, и мы клали в тесто пол чайной ложки соды, гасили соду обязательно чайной ложкой уксуса. Вот такое тесто получается. Как вы поняли, очень-очень быстро все это делается. Противень у меня большой от духовки, 30 на 40 сантиметров. Переливаю тесто в противень. И нужно будет распределить все тесто по противню на бумагу. Все это мы будем выпекать, конечно, на бумаге, на пергаментной. Следите, чтобы края обязательно следите, чтобы края не были тоньше, чем серединка. Обычно так получается. Пока выпекается бисквит, стелим на стол лист бумаги пергаментной и посыпаем его обильно сахарной пудрой. Раньше, конечно, не было у нас пергаментной бумаги и не было сахарной пудры. Поэтому мы клали чистое полотенце в школе, и на это полотенце мы сыпали сахарный песок. Это, наверное, все помнят. Корж у меня уже испекся. Переворачиваем, пока он горячий, тут же его переворачиваем на бумагу с сахарной пудрой. И снимаем бумагу. Корж горячий, делаем все это быстро. И сворачиваем с помощью бумаги в плотный рулет. И этот бисквит у вас никогда не потрескается и всегда получится. Он получается равномерной толщины. Посмотрите. Оставляем его остыть на столе буквально на 20-25 минут. Как только бисквит остыл, корж наш остыл, открываем его снова. И сегодня я буду его смазывать джемом. Прекрасно можно сделать любой крем, какой вы любите сюда. Но сегодня я вам показываю именно такой вариант, как мы делали раньше. Здесь у меня абрикосовый джем. Джем обязательно берите с кислинкой, чтобы он был чуть-чуть кисленький. Да, мои дорогие, я забыла вам сказать, если хотите в тесто, можете добавить цедру апельсина или лимона. Тоже получается очень-очень вкусно. Распределяю равномерно джем по всей поверхности. И теперь нужно будет свернуть его плотненько вот так в рулет снова с помощью бумаги. Напишите, мои дорогие, кто выпекал такой рулет в школе, дома, вообще кто пробовал его печь. И напишите мне, конечно, откуда вы меня смотрите. Мне очень интересно читать все ваши комментарии. Все, что вы пишете, мне очень-очень дорого. Сверху обязательно посыпаем сахарной пудрой. Но это, конечно, не обязательно, это уже по желанию. Режем и пробуем. Рулет получается очень нежный. И, как я вам уже сказала, он никогда у вас не потрескается. Этот рецепт вас никогда не подведет. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Нежный бисквит и прослойка из джема. Красота. Заваривайте чай, мои дорогие, зовите всех близких и угощайтесь. Мне кажется, сегодняшний рецепт всем понравится. Он легкий, быстрый и
Очень-очень простой в исполнении. Ну что, мои дорогие, пишите, заходите ко мне в гости и будем дружить. Всех люблю. Пока-пока, до новых встреч на моей кухне.